Они не считают калории, не бегают ради формы и не ищут секреты долголетия в модных диетах. Но их образ жизни словно создан для сильного тела, выносливости и здоровья. Они любят мед, но не болеют диабетом, не едят сыр, но имеют крепкие кости и зубы. Они не употребляют рыбу, но получают омега-3 другим путем. Идеальное зрение и ум даже в старости. Это аче – лесные охотники-собиратели Парагвая. Народ, чьи привычки могут заставить нас по-новому посмотреть на болезни цивилизации. Можем ли мы чему-то научиться от них? Давайте узнаем это прямо сейчас. И обязательно досмотрите до конца, там будет полезный напиток от всех недугов, который можно приготовить дома. Когда мы слышим слово «здоровье», мы обычно думаем о витаминах, спорте, диетах и советах из интернета. Но что, если один из самых сильных ответов спрятан в лесах Южной Америки? Что, если существует народ, чей образ жизни еще совсем недавно показывал, как может выглядеть человек без типичных болезней цивилизации? До недавнего времени аче жили в условиях, где пищу нужно было добывать, много двигаться и постоянно опираться на взаимопомощь внутри группы. Их история – это не сказка про идеальную жизнь и не доказательство того, что раньше никто не болел. Это гораздо интереснее. Это история о том, что происходит с человеческим телом, когда оно живет ближе к естественным условиям. Первый важный фактор – движение. У народа аче не было фитнес-клубов, шагомеров и модных диет, но было кое-что другое – постоянное движение. Не тренировка на час, а жизнь, в которой тело работает каждый день. Мужчины охотились, проходили большие расстояния, выслеживали добычу, резко ускорялись, несли груз и разделывали добычу. Женщины также выполняли большую ежедневную работу – сбор, переноска, уход за детьми и бытовую нагрузку. Это означало, что тело постоянно находилось в движении, а не в режиме ожидания тренировки. Современный человек живет иначе. Он сидит большую часть дня, а затем пытается компенсировать это короткой тренировкой. У аче все было наоборот. Их тело не знало длительного бездействия. Нагрузка распределялась на весь день, а интенсивные усилия возникали естественно во время охоты, рывков и перемещения. Bienvenidos a nuestra aldea, la tribu Aché en Paraguay. Aquí vivimos en armonía con la naturaleza. Второй важный фактор – питание. У аче не было идеальной диеты в современном понимании. Они не считали макронутриенты и не делили еду на правильную и неправильную, но их рацион был напрямую связан с добычей пищи. Основу питания составляла дичь, которая могла давать значительную часть калорий. Важную роль играл мед, который особенно влиял на сезонные колебания энергии. Также употреблялись пальмовые продукты, фрукты и другие лесные ресурсы. Это не модная система питания, это натуральная сезонная еда без ультрапереработанных продуктов и без привычки переедать. У аче есть деликатес, ради которого они готовы рисковать жизнью и карабкаться на высоты. Это дикий мед. Они едят его достаточно много, однако без вреда для здоровья, потому что много двигаются и вся полученная энергия равномерно расходуется. Организм аче был настроен не на накопление энергии, а на ее постоянное использование. Интересный факт. У аче были дни, когда охота не приносила результата, и это считалось частью жизни. Они ничего не ели в этот день. Организм был адаптирован к таким колебаниям. Небольшое отступление. В этом фильме мы сознательно показываем разных аче. И тех, кто живет в лесу, и тех, кто уже оказался ближе к современной жизни. Это дает более полное понимание их реальности. Третий фактор – низкая жировая нагрузка на организм. В исследованиях у взрослых аче отмечались очень низкие уровни лептина, гормона, связанного с жировой тканью. Это указывает на принципиально другую метаболическую среду по сравнению с современным образом жизни. И здесь становится понятна ключевая цепочка. В современном мире мало движения и много доступной еды.
Это ведет к избытку энергии, росту жировой массы, воспалению и метаболическим нарушениям. У АЧ эта система работает иначе. Чтобы поесть, нужно двигаться, чтобы выжить, нужно быть в общине. Может возникнуть вопрос, а откуда у АЧ омега-3, если они почти не едят рыбу? Ответ в их образе жизни. Они получают омега-3 из дичи, диких растений и даже насекомых. Мясо диких животных отличается от промышленного, в нем другой профиль жиров, включая больше полезных жирных кислот. Да, у них может быть меньше DHA, чем у людей, которые регулярно едят рыбу. Но есть важный момент. В их рационе нет избытка переработанных продуктов и омега-6, которые нарушают баланс жиров в организме. Поэтому дело не только в количестве омега-3, а в том, в какой системе работает организм. И у АЧ эта система ближе к естественной норме. Soy de la tribu H aquí en Paraguay. Cultivamos cacao. Mira, estas vainas es un para con la tierra. Четвертый фактор – кооперация. Еда у АЧ делилась внутри группы. Это снижало риск голода и делало питание более стабильным даже при неудачной охоте. У АЧ добыча почти никогда не оставалась у одного человека. Даже если охотник рисковал жизнью, мясо распределялось по всей группе. Такая система поддерживала не только слабых, но и детей пожилых и ослабленных. А как же насчет болезней, спросите вы? У АЧ болезнь не воспринималась как что-то, что нужно срочно вылечить. Это было состояние, которое нужно пережить, пока организм справится сам. При травмах не было сложных процедур. Максимум очистка раны и ожидание, что тело восстановится само. Если человек не мог добывать пищу, за него это делала группа, и это часто было важнее любого лекарства. Современный человек привык лечить симптомы, а у АЧ основой было не лечение, а условия, в которых организм реже доходил до тяжелых сбоев. Кстати, у них идеальное зрение, нет никого в очках. Их глаза постоянно в активном движении, и они не смотрят часами гаджеты, упершись в одну точку. Важно понимать, АЧ – это не пример идеального здоровья. Их жизнь включала травмы, инфекции и тяжелые условия. Это значит, что речь не о магической защите, а о конкретных факторах образа жизни. Но именно эти факторы показывают главное. Человеческое тело формировалось в движении, в умеренности, в ограниченном доступе к еде и в социальной взаимосвязи. Когда эти условия исчезают, появляются болезни, которые мы называем нормой. И здесь возникает простой, но неудобный вопрос. Если тело человека создано для движения и простой еды, то что происходит, когда мы убираем это из своей жизни? Правильный ответ – появляются болезни цивилизации. И, возможно, главный вывод не в том, чтобы копировать чужую жизнь, а в том, чтобы вернуть в свою хотя бы часть этих основ. Больше движения, меньше постоянного переедания и больше реальной активности. А теперь обещанный полезный напиток племени АЧ, который можно приготовить дома. Возьмите стакан горячей воды, примерно 250-300 мл, добавьте треть или половину чайной ложки куркумы и 3-4 тонких ломтика свежего имбиря. Также добавьте щепотку черного перца и пару бутонов гвоздики, имеется в виду пряность. Залейте все горячей водой и дайте настояться 7-10 минут. Когда напиток станет теплым, добавьте чайную ложку меда и 1 дольку лимона. Пейте медленно, маленькими глотками. Это не просто согревающий напиток, но очень полезное средство от разных недугов. Важно добавить, что АЧ не пытались быть здоровыми. Их образ жизни сам по себе создавал условия, при которых здоровье было естественным состоянием. АЧ существует и сегодня, но их прежний образ жизни почти исчез. И именно поэтому он так ценен. Потому что это не теория, а реальный пример того, как жил человек до того, как появились болезни цивилизации. Как вы думаете, может ли современный человек опираться на опыт племени АЧ? Или нам это не нужно? Оставьте комментарий. Не забудьте подписаться на Академию здоровья и включить напоминание, чтобы не пропустить новых видео.